в предыдущей серии. Данная серия вышла благодаря поддержке спонсоров. Если бы не они, канал давно бы закрылся. Сейчас. Сущность, которая в этой квартире. Выйди со мной на контакт. Я пришел с миром. Ответь мне, кто ты и что ты здесь делаешь. И почему ты себя так негативно проявляешь? Если тебя сюда вызвали, дай знак. Выйди со мной на контакт. После того, как я достал ЭГФ, начал его подключать, в квартире наступила тишина. Меня просто интересует, зачем он так себя проявляет, почему он не может ответить по ЭГФу. Я ж настроил все правильно. ЭГФ этот работает. Это впервые у меня такое, что в квартире есть какая-то сущность, но по ЭГФ она не может ответить. Здесь что-то нечистое. Либо эта сущность специально не хочет выходить на связь, либо я не знаю. Если ты меня слышишь, ответь мне. Я отключил ЭГФ, я не вижу никакого смысла. Эта сущность не хочет выходить на связь. Я просидел так 40 минут. Уже почти 4 часа утра. Я смотрю, уже начинает светлеть за окном. Значит, пойду я сейчас, наверное, смотреть, что на этом балконе. Там очень много подозрительных вещей. Может быть, реально проблема в этом балконе. Может, там какая-то вещь, может, она проклятая, я не знаю, надо искать. Сил, конечно, нету, хочется дико спать. Я здесь, когда уснул, я не знаю, я словил очень крепкий сон. Такое ощущение, вроде как кома была. Я долгое время не мог просто-напросто открыть глаза. После чего, когда я открыл глаза, у меня началось очень сильное головокружение. Какая-то чертовщина происходит. Искатель призраков.
Пока я слаживал ЭГФ, я еще подумал. Был у меня такой горький опыт, когда сущность меня закрыла на балконе. В этот раз здесь мне вряд ли кто-то поможет, потому что пока хозяйка приедет, это может пройти еще не 1 час. Поэтому я на всякий случай вот сюда вот так положу. Идеально. Ого. Я представляю, что здесь может быть в этом мешке все что угодно. Короче, этот мешок надо 100% отсюда выбросить. Я даже руками туда лезть не буду. Я не знаю, что там может быть. Я его в сторону. Надо его выкинуть. И я думаю, даже сегодня надо будет его вынести. Наверное, я так и сделаю. Дальше. Надо надеть перчатку. Даже банально и это надо выкидывать. Вот здесь лежит. Ого. Швейная машина. Смотрю, тут очень много пуговиц. Вещей здесь намного меньше, чем с прошлой квартиры. Поэтому, соответственно, если полностью сейчас почистить этот балкон и выбросить все эти вещи, включая даже эти тарелки, ножи, я думаю, здесь моментально все быстро прекратится. С одной стороны, я понимаю хозяйку, бывшую этой квартиры. Как она сказала, это была пожилая женщина. Откуда у нее будет силы это все вынести? Но с другой стороны, если уже у этой пожилой женщины была
Это паранормальная активность. Почему она не предупредила эту девушку? Одни вопросы, а ответов, к сожалению, я на это не получу. Да, это, конечно, ужас. Куда смотрела эта молодая девушка, когда покупала эту квартиру. Если здесь такое вот происходит, тоже мне непонятно. Что за звуки? Это движется. Только что это реально двигалось. Офигеть. Не знаю, эта сущность наверняка пытается меня просто отвлечь. Я не буду сейчас обращать внимание. А вот это вот вообще не хочет открываться. Вот тут вот тоже может быть все что угодно. Я представляю, здесь работа не на 1 час. Кстати, что за этой коробкой? Опа-на! А вот еще и зеркало. Сейчас положу камеру, и надо достать это зеркало.
Просто офигеть. Этот шкаф мне не нравится. Особенно, я не знаю, что это. А здесь внутри тоже может быть все что угодно. Но лично я скажу, опять вода включилась. Лично мое подозрение, что причина, возможно, даже в портале. Если на связь не выходит эта сущность, значит, возможно, это какая-то потерянная душа, которая, возможно, застряла в этой квартире. Может, какой-то прежний владелец. И, соответственно, в этой квартире он или она обитает. Вот как проверить, есть что-то за этим шкафом? На камеру не видно.
На камеру не видно, но вот здесь... Вроде здесь я ничего подозрительного не вижу. Послушай, сущность, я не знаю, кто ты. Потерянная ты душа, добрый дух или злой, но хватит себя так проявлять. Это уже переходит все грани. Ладно, все, я не хочу терять времени. Эта сущность не покинет эту квартиру. Сейчас иду сразу упаковывать это зеркало. Сначала уничтожу этот портал, а потом, соответственно, позвоню хозяйке, и мне нужен помощник, чтобы это все отсюда вынести и уничтожить раз и навсегда.